Довольно часто слышу от некоторых людей такую фразу, как «продолжение рода», которую они обозначают чуть ли как не самую важную миссию в своей жизни. Хотя мне не совсем понятно, почему продолжение рода обозначается как некая сознательная миссия, если продолжение рода как биологическая функция просто встроена в человека по умолчанию. Другое дело, что можно решить сознательно не продолжать свой род. Получается, что в плане сознательного решения как раз таки не продолжение рода в большей степени является миссией, чем продолжение. Потому как продолжение рода это в любом случае является действием репродуктивной программы. Никакие благородные цели, которыми могут быть обоснованы продолжение рода, не становятся выше инстинкта. Может ли быть продолжение рода смыслом жизни? И если кто-то считает, что продолжение рода является смыслом жизни, не является ли это стремлением просто повысить свою значимость за счет процесса, который просто встроен в человека, я имею в виду репродуктивную программу? Будто бы один сношающийся примат более значим по своему социальному статусу, чем тот, который делает все то же самое, но не называет это таким высокомерным словосочетанием. Ведь от того, что обезьяна назовет свое сношение с особями противоположного пола продолжением рода, то это сношение не перестанет быть сношением двух примитивных обезьян. Продолжение рода как смысл жизни при бессмысленности текущей. Если человек считает свою собственную текущую жизнь бессмысленной, то она не обретет смысл в продолжении рода, потому как это будет просто продолжением очередного биологического цикла, но не образованием смысла, потому как смысл может быть выражен только в настоящем моменте для конкретного человека. Так что выполнение биологической функции – это просто выполнение биологического цикла, но не смысл. Смысл всегда лежит за пределами биологии, в сфере разума, и все, что имеет смысл, может быть только разумом, но не инстинктом. Идиотская идея. Допустим, если бы у меня возникло желание заводить детей, то оно как минимум складывалось бы из ряда факторов, начиная с важности того, с кем я их завожу, то есть личность женщины, с которой я зачинаю этих детей, и заканчивая тему, в какой общественной среде они будут жить. Неужели есть тот, кто думает, что если он продолжит свой род, то он совершит какое-то великое действие? Это звучит, с одной стороны, как автоматизм, а с другой, как нечто, претендующее на статус чего-то великого. Чем, например, отличается человек как представитель одного из видов животного мира от представителей других видов в плане репродуктивной функции. Ведь данная функция также встроена в человека, как и в представителей других видов животного мира. И акт размножения не имеет никакого возвышенного смысла, которым наделяет его сам человек. Ведь это всего лишь способ оправдать свой животный инстинкт и не более того. То есть в реализации репродуктивной функции инстинкт всегда первичен, он не может быть объяснен никакими возвышенными смыслами. Так или иначе, смысл – это то, что является продуктом разума, но не инстинкта. То есть продолжение рода не может быть смыслом само по себе, потому как это биологическая программа. Продолжение рода обусловлено репродуктивным инстинктом, но не какими-то возвышенными смыслами, так как это просто банальное размножение. Тем более странно слышать это словосочетание от людей, жизнь которых не является примером чего-либо осмысленного в первую очередь для них самих. Они лишь говорят о том, что продолжение рода – это и есть сам смысл их жизни, но продолжение рода как смысл жизни звучало бы разумно только из уст того, кто сам инициировал бы свое рождение, но таких людей не существует, потому как каждый человек является лишь следствием действия программы размножения, заложенной в каждого из них. Отказ от продолжения рода как осмысленное действие. Как раз таки сознательный отказ от продолжения рода может быть, может стать
считать осмысленным шагом, так как исключается действие полового инстинкта как определяющего фактора в мотиве действия. Те, кто говорят о продолжении рода как о смысле жизни, лишь скрывают этим декларируемым смыслом отсутствие смысла настоящего, так как смысл настоящий не может быть просто продолжением биологического цикла. На смысле настоящем скорее биология заканчивается.